Добрый день, друзья! Меня зовут Дмитрий Тюхтяев, вы на Альянс Медиа. Сегодня я щурюсь от солнца, потому что мы в солнечной Турции. Прекрасный день. И мы находимся у кооператива «Хуглу», который любезно предоставил нам возможность произвести съемку производства от начала до конца нарезного карабина «Хуглу Овис». У меня в руках истинная причина, по которой я сел в самолет и прилетел в кооператив «Хуглу». Это карабин Хуглу Овис вторая генерация. Предлагаю меньше слов и больше дела. Идем на производство. Это то самое место, с которого карабин начинается еще до того, как лаборатория проверит первый образец стали. Конструкторское бюро. Перед нами конструктор. Человек, который спроектировал карабин Овис. На его мониторах трехмерная модель оружия. Ее можно крутить, разбирать по деталям, заглядывать внутрь механизма, проверять, как ходит затвор, как срабатывает спуск. Что потом превратится в металл и дерево, сначала рождается здесь, в цифре. Но цифра — это идеальный мир, а карабин охотник держит в руках, прижимает к плечу, ведет по зверю, и никакой монитор не подскажет главного, как оружие ляжет в руку. Поэтому рядом вот эти макеты. Прототипы будущих карабинов, распечатанные на 3D-принтере в натуральную величину. После проектирования изделия на компьютере создается прототип-версия. В данном случае это ложе. И если проектантов, конструкторов все устраивает, это ложе поступает в работу. А это склад заготовок. На стеллажах длинномерный прокат. На заводе его называют просто хлысты. Длинные стальные прутки разного диаметра, каждый под свою деталь будущего карабина. Но ни один из этих прутков не попадет в цех прямо отсюда. Впереди у каждого серьезный путь. Сначала входной контроль в лаборатории. Химический состав, структура металла, подтвердить, что сталь соответствует тому, что заявлено поставщиком. Затем хлысты режут, торцуют на заготовке нужной длины. После этого закалка в термическом цехе и снова лаборатория. Подтвердить, что термообработка дала нужный результат. И только после этого в работу. А пока он здесь, ждет своей очереди. Просто сталь, у которой впереди долгий путь до готового карабина. Üretim sürecinin başladığı alan diyebiliriz. Мы находимся в лаборатории Хуглу, одного из старейших оружейных заводов Турции. Любой карабин начинается не на сборочном столе и даже не у станка. Он начинается здесь, в лаборатории. Прежде чем металл станет стволом или затвором, он должен доказать свое качество под приборами. От партии заготовок отрезают образец и шлифуют до зеркального блеска. Дальше спектрометр. За секунды он раскладывает сплав на составляющие: углерод, хром, никель, марганец. Если хотя бы один элемент вышел за допуск, металл в работу не пойдет. На каждую группу деталей идет своя марка стали. Одна для ствола, другая для затвора, третья для ствольной коробки. Параллельно образец уходит под микроскоп. Здесь оценивают то, что глазом не увидеть: однородность и зернистость структуры. Именно от этого зависит, выдержит ли ствол давление в патроннике. И только когда все приборы дают зеленый свет, партия отправляется в цех. Burası ısıl işlem tesisimiz. Daha önce bu hizmeti dışarıdan alıyorduk ama ısıl Лаборатория дала добро. Металл соответствует требованиям. Но в таком виде сталь слишком мягкая. Легко обработать, легко сломать. Чтобы карабин служил десятилетиями, металлу нужна твердость. Раньше завод закупал готовые термообработанные заготовки на стороне. Сегодня только сырую сталь. Закалкой занимаются сами. Ошибка здесь — это хрупкий ствол или уставший затвор. Забрав процесс под собственный контроль, Хуглу взял ответственность за главное — надежность. Перед нами современный автоматизированный комплекс термообработки, специально спроектированный под задачи оружейного завода. После нагрева, закалки, отпуска снова в лабораторию, подтвердить результат.
Без этого подтверждения ни одна заготовка дальше не пойдет. И только теперь в производство. Мы по-прежнему на термообработке. Перед мастером затвор, сердце запирающего механизма. В момент выстрела именно он держит на себе огромное давление пороховых газов. И здесь у инженеров непростая задача. Тело затвора должно оставаться вязким и упругим, иначе оно расколется от удара. А вот боевые упоры, выступы, которыми затвор запирает ствол, наоборот, должны быть максимально твердыми. Малейшее смятие здесь, и запирание ослабнет, а это уже безопасность стрелка. Поэтому делают так. Тело затвора не трогают, а упоры закаливают отдельно, точечно, прямо на этом стенде. Сначала локальный нагрев. Металл наливается вишневым свечением. И сразу резкое охлаждение. Струя бьет точно в раскаленную зону, мгновенно сохраняя в стали новую твердую структуру. Одна деталь — два разных характера металла. Именно так и должен быть устроен затвор надежного карабина. Есть деталь, которую с полным правом можно назвать основой всего оружия. Это ствольная коробка. Именно к ней прикручивается ствол, в ней ходит затвор, к ней крепится ложе, на нее ставится оптический прицел. В ней работает ударно-спусковой механизм. По сути, все оружие собирается вокруг ствольной коробки, поэтому к ее изготовлению особые требования. Перед нами обрабатывающий центр. На экране пульта рабочая программа. Каждая строчка задает движение инструмента с точностью до микрона, без человеческого фактора, без отклонений. Через защитное стекло видна рабочая зона. Мощный фрезерный шпиндель сверху, поворотный стол снизу. Заготовка зажимается только один раз, а дальше стол сам поворачивает ее под нужным углом. Именно это и дает идеальную соосность всех поверхностей, отверстий и плоскостей. Бьет струя охлаждающей жидкости. Без нее фреза сгорела бы за секунды. На входе обычная стальная болванка. Параллелепипед из высокопрочной оружейной стали. Кусок металла, в котором еще ничего не угадывается. На выходе готовая ствольная коробка карабина Хуглу Овис. Посмотрите, что появилось на детали. Цилиндрическое посадочное место под затвор, продольный паз, направляющий для рукоятки, прямоугольное окно выброса гильзы, десятки прецизионных отверстий, крепежные и под оптику, идеально ровные опорные плоскости. Все из одного цельного куска стали. При выстреле ствольная коробка принимает на себя огромные усилия и должна выдержать это тысячи раз без малейшей деформации. Только цельно фрезерованный корпус способен на такое. Burada bir CMM cihazını görüyorsunuz. Burada binde 5 hassasiyetler. Готовую деталь мало изготовить. Ее нужно еще и проверить, причем с такой точностью, на которую человеческий глаз и обычный измерительный инструмент уже не способны. Этим занимается вот этот прибор — координатно-измерительная машина. Ее щуп тонкий, как игла, аккуратно касается деталей в десятках, а иногда и в сотнях контрольных точек. Каждое касание — это координата в пространстве. Из этих координат компьютер собирает точную цифровую копию детали и сравнивает ее с чертежом. Допустимое отклонение — 5 микрон, 0,005 миллиметра. Для сравнения, человеческий волос в 15 раз толще. Через эту проверку проходят все детали карабина. Машина беспристрастна. Она не закроет глаза на лишний микрон, не сделает скидку на конец смены. По итогам замеров компьютер выдает протокол и сертификат. Соответствует деталь чертежу или нет. И если не соответствует, путь у нее только один — в брак. На сборку такая деталь не попадет никогда. Именно из этой бескомпромиссной точности и рождается надежность. Мы переходим к проверке одной из самых ответственных деталей всего карабина — к затвору. Именно через затвор в момент выстрела проходят все нагрузки. Недопустимо, если в геометрии затвора есть хоть малейшая ошибка. Поэтому затвор каждого карабина Хуглу Овис обязательно проходит через этот контрольный стенд.
Начинается все с зеркала затвора. На стенде стоят 3 высокоточных индикатора. Мастер устанавливает затвор, 3 индикатора одновременно касаются его зеркала. Если зеркало идеальное, все 3 стрелки стоят на месте. Но проверкой зеркала дело не заканчивается. Дальше мастер специальными приборами контролирует остальные важные параметры затвора. И только после того, как мастер своими руками убедился, что затвор работает как швейцарские часы, деталь идет дальше, на сборку. Одна из самых ответственных проверок на производстве. Мастер контролирует единственный размер — размер патронника. Той камеры, куда при выстреле помещается патрон. Точность здесь сотые доли миллиметра, и от нее зависит безопасность стрелка. Контроль двойной, 2 специальными калибрами. Проходной калибр имитирует самый крупный патрон в пределах нормы. Мастер вставляет его, закрывает затвор, затвор закрывается свободно. Значит, любой стандартный патрон войдет. Непроходной чуть крупнее, на сотые доли миллиметра. Это уже за пределами допуска. Затвор на нем не закрывается. И это правильно. 2 калибра, 2 противоположных результата, и оба должны быть именно такими. Это проверка усилия спуска. Мастер берет динамометр, цепляет за спусковой крючок и плавно тянет. На экране 1 килограмм 297 грамм. Слишком легкое, и оружие может сработать от случайного касания. Слишком тяжелое, произойдет сдергивание, и ствол уйдет в сторону. Здесь нужен баланс, и он задан допуском. То, что мы видим, на первый взгляд простая сцена. Один человек что-то меряет, другой работает за станком. Проверяющий в кадре — это инспектор отдела технического контроля, независимой отдельной службы завода. Инспектор обходит цех по ходу смены, берет у мастера деталь из только что обработанной партии, замеряет, сверяет со стандартом и вносит результат в журнал контроля. Зачем это нужно, если в конце все детали и так проверит координатно-измерительная машина в лаборатории? Затем, что лаборатория ловит брак на выходе, а инспектор — в процессе. Производство контролирует само себя. Не на словах, через журнал, через замер, через подпись инспектора. Каждую смену, по каждому станку. Произвести деталь — это половина дела. Гораздо важнее доказать, что она соответствует чертежу с точностью до микрона. Именно для этого на заводе Хуглу установлен оптический измерительный прибор. Принцип гениально прост. Деталь помещают в зону измерения, снизу ее подсвечивает источник света, сверху цифровая камера с телецентрическим объективом видит силуэт. Компьютер мгновенно сравнивает реальную геометрию с эталоном из программы. Никаких касаний, никаких щупов, только свет, оптика и математика с точностью до 1-2 микрон. Burası bu hattımız, bu bölümümüz. Мы Hattın подходим к моменту, когда внутри гладкого канала появляются нарезы. Те самые винтовые канавки, благодаря которым пуля получает вращение и летит точно в цель. В мире существует несколько способов. На заводе Хуглу используется один из самых современных — дарнирование. Дорн — это твердосплавный инструмент с зеркальным отражением будущих нарезов на поверхности. С огромным усилием он протягивается через канал ствола и выдавливает идеально точные винтовые канавки. Нарезы здесь не вырезаются, а формуются. Но прежде чем Дорн пройдет через канал, этот канал нужно подготовить. И именно этим занят станок, который мы видим. После глубокого сверления внутренняя поверхность ствола имеет микрорельеф от сверла. Чтобы Дорн прошел чисто, а нарезы получились идеальными, канал доводится до эталонного состояния. На экране обороты шпинделя, подача, положение по оси с точностью до 1000 миллиметра. А дальше ствол уходит на станок дарнирования. Там и происходит сама магия — рождение нарезов, которые закрутят пулю и придадут ей точный полет. Перед нами процесс, без которого точная стрельба невозможна. 2 заготовки — большая
стальной пруток с уже просверленным каналом ствола. Малое — результат обработки на ЧПУ. Ключевой момент. Канал ствола не всегда проходит идеально по центру заготовки. На длине 60-70 см сверло может чуть сместиться. Отверстие остается прямым, но его ось уже не совпадает с осью прутка. Вопрос. Что принять за базу? Наружную поверхность прутка или канал, по которому полетит пуля? Ответ однозначный. Только канал. Пуля полетит по нему. Значит, посадка в ствольную коробку, резьба под дульное устройство, опорные пояски — все должно быть соосно именно с каналом. Это и делает данный станок. Базой служит не наружная поверхность, а сам канал. По сути, здесь происходит переустановка геометрической базы. До обработки — пруток с отверстием. После — заготовка, обводы которой выстроены по оси будущего полета пули. Это основа основ оружейной точности. Вы видите заготовку ствола. На вид простая металлическая труба, отшлифованная до зеркального блеска. Но именно сейчас решается, пойдет ли она дальше в производство. Над стволом высокоточная измерительная головка. Ствол укладывается на опоры, щуп прибора мягко касается поверхности, и мастер медленно проворачивает заготовку вокруг оси. Если ствол идеально прямой, стрелка стоит на месте. Если есть малейшая кривизна, стрелка тут же это покажет. Зачем такая точность? Потому что какой бы дорогой ни была оптика, каким бы точным ни был спуск, если ось наружной поверхности не совпадает с осью канала ствола, точной стрельбы не будет никогда. Поэтому если стрелка отклонилась больше, чем положено, заготовка дальше не пойдет. Когда ствол прошел все этапы механической обработки, просверлен канал, выточена наружная геометрия, нарезаны винтовые нарезы, он попадает сюда, на участок финального контроля. И здесь начинается самое интересное, потому что именно здесь мы впервые можем увидеть ствол изнутри. Прибор называется бароскоп, миниатюрная видеокамера с подсветкой. Ее медленно вводят в канал ствола, от патронника до самого дульного среза. Изображение в реальном времени выводится на монитор. И вот перед нами канал ствола изнутри. Винтовые канавки, которые при выстреле закрутят пулю и придадут ей стабильное вращение в полете. Идеален идет дальше. Малейший дефект — отбраковка. Но визуальным осмотром контроль не ограничивается. Второй прибор в руках мастера — это калибр для проверки патронника с индикатором часового типа на рукоятке. Стрелка сравнивает реальные размеры с эталоном с точностью до сотых долей миллиметра. От этого размера зависит сама безопасность стрельбы. Только пройдя оба этапа, бароскоп и калибр, ствол считается готовым. А вот здесь происходит момент, который по сути и превращает набор деталей в карабин. Соединение металлической части с ложей. Ствол, ствольная коробка, затворная группа, ударно-спусковой механизм — все это уже готово, все прошло свои проверки. И теперь мастер укладывает железо в ложе, деревянное основание, которое стрелок будет держать в руках. Соединение это на первый взгляд простое — два винта. Они проходят снизу и вкручиваются в ствольную коробку. Один перед магазином, второй через прилив спусковой скобы. Два винта и карабин собран. Но именно здесь одна из самых тонких операций во всем производстве. Дело в том, что момент затяжки этих винтов напрямую влияет на точность боя. Перетянул, ложе сжимает ствольную коробку. Ствол ведет, кучность уходит. Не дотянул, соединение дышит от выстрела к выстрелу, и пули ложатся по мишени в рассыпную. Поэтому здесь не работают на глаз и от руки. В руках у мастера динамометрическая отвертка. Она затягивает каждый винт строго заданным моментом до сотых долей. Тот самый момент, который конструктор рассчитал еще на этапе проектирования. Ни больше, ни меньше. Два винта, два точных щелчка отвертки, и карабин впервые в своей жизни становится единым целым. Таким, каким его потом возьмет в руки охотник. Montaj bittikten sonraki yaptığımız atış testlerinden bir alan.
Мы выходим из цеха на свежий воздух. Заводское стрельбище Хуглу. Место, через которое проходит каждый без исключения карабин, прежде чем покинуть территорию завода. Это называется контрольный отстрел. И смысл его прост. Ни один замер, ни один прибор, ни один даже самый опытный инспектор не может дать о работе оружия столько же информации, сколько дает реальный выстрел патроном. Только в момент выстрела карабин показывает себя по-настоящему, со всей своей механикой. Поэтому правила здесь железные. Карабин не покидает завод, пока он не отстрелян. Никаких выборочных проверок, никакой серии через одного. Каждый, без исключений. Здесь проверяют работу самого оружия как механизма. То, как все его узлы — ствол, затвор, магазин, спусковой механизм, предохранитель — ведут себя в момент реального выстрела. И только теперь его ждет последний этап — финальный осмотр и упаковка. Именно поэтому, когда охотник где-нибудь в лесах Сибири или в горах Анатолии нажимает на спуск своего карабина «Овис», он может быть уверен в одном — этот карабин уже стрелял. И стрелял под контролем тех, кто его создал. Карабин собран. Отстрелян на заводском стрельбище. Каждый, без исключения. Казалось бы, все, можно упаковывать. Но нет. Впереди последняя проверка. Тот рубеж, за которым карабин становится товаром и уходит к владельцу. Здесь работает отдельная бригада инспекторов. У каждого своя зона ответственности. Первое — канал ствола. Инспектор работает с бароскопом, миниатюрной видеокамерой на зонде с подсветкой. Зонд вводится в канал ствола, и на экране видна внутренняя поверхность с многократным увеличением. Важно! Проверка проводится именно после отстрела. После серии выстрелов становятся видны мельчайшие дефекты обработки, отклонения геометрии, характер прилегания пули к нарезам. Второе — внешний осмотр. Ложе, царапины, сколы, дефекты лака. Металл, потертости, неровности воронения. Это уже не про работу оружия, это про то, каким покупатель увидит карабин, когда впервые откроет коробку. Третье — механика. Ход затвора, работа выбрасывателя и отражателя, ударно-спусковой механизм, усилие спуска, частота срабатывания. И магазин. Нажатие на защелку. Должен выпасть свободно, в руку. На охоте это секунды, которые решают все. Только после всех проверок карабин уходит на упаковку. Впереди только дорога к своему охотнику. И вот мы дошли до самого последнего этапа — упаковки. Готовые карабины стоят в специальной стойке. Аккуратно, прикладами вниз, ствол к стволу. Каждый из них — это уже не просто набор деталей, это уже законченное оружие, прошедшее десятки операций и проверок. Работник аккуратно укладывает карабин в фирменную картонную коробку. Каждая деталь, каждая выемка здесь сделана точно под формы конкретной модели. Рядом, в свои гнезда, полная заводская комплектация. Где-то эта коробка будет открыта. Охотник достанет свой новый карабин, вскинет его к плечу, почувствует, как идеально приклад ложится, как плавно ходит затвор, как четко срабатывает спуск. И в этот момент он, скорее всего, не будет думать о тех людях, которые точили его ствол, шлифовали его ложе, проверяли его затвор. Не будет думать о заводе в турецком городке Хуглу, где все это начиналось. Но именно благодаря им, благодаря сотням мастеров, инженеров и контролеров, этот выстрел будет точным. Это оружие будет надежным, а охотник вернется домой с добычей. Это и есть Хуглу Овис, карабин, в каждом миллиметре которого труд, опыт и честь людей, которые его сделали. Друзья, и в завершении хочу сказать, что производство очень интересно, как оружейного мастера. Надеюсь, что я ответил на многие ваши вопросы и запросы. Если что-то вам осталось непонятным, пожалуйста, звоните, пишите, задавайте вопросы в любых мессенджерах
где я есть. Карабин Hugo Obis, вторая генерация, изготовлен на современном качественном оборудовании и полностью адаптирован под стрельбу патронами любого российского производства. Всего доброго, до встречи на Альянс Медиа.